Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Казалось бы, какое нам дело до такой малозначительной новости, как смена китайского посла на далекой маленькой Кубе, когда у нас под носом разворачивается война в Афганистане и другие крупные геополитические события. И тем более, какие могут быть исторические аналогии с Карибским кризисом, который 60 лет назад развернулся на Кубе, когда Советский Союз разместил ядерные ракеты на острове Свободы и фактически угрожал Соединенным Штатам ядерным уничтожением. То есть мир стоял на грани ядерной войны ровно 60 лет назад. И какие могут быть сейчас аналогии в современном мире, совершенно непонятно, но эта новость о смене посла, она становится более интересной, если мы понимаем, кого и, самое главное, когда и зачем поменяли на Кубе. В первую очередь вызывает интерес личность нового посла. Согласно сообщению от 4 августа, которое было размещено на сайте Госсовета КНР, новым послом стал Ма Хуэй. Это вовсе не специалист по Латинской Америке. Это земляк Си Цзиньпина по провинции Шэньси. И не просто земляк, а человек, тесно связанный с шэньсийской элитой. В 1998 году он возглавлял один из районов провинции Шэньси, родной для Си Цзиньпина. То есть, по факту является, возможно, с большой долей вероятности его специальным представителем на Кубе. Но и вызывает интерес бэкграунд и должность, бывшая Чен Си. А это высокопоставленный руководитель китайской внешней политики. С 13 по 17 год руководил 7-м департаментом отдела внешних связей Центрального комитета Компартии Китая. Это отдел, который курирует Великобританию, Соединенные Штаты и Канаду. То есть самых вероятных друзей Китая в ближайшие, может быть, 30, а может быть 50, а может быть 100 лет. И после 17 года Ма Хуэй был направлен в Великобританию одним из посланников. Судя по всему, он играл там такую же роль, как и сейчас на Кубе. И этот высокопоставленный, непрофильный по Латинской Америке дипломат направляется на Кубу, и о чем нам сообщает 4 августа 2021 года. Меняет он там на позиции Чен Си. Чен Си – это профессиональный специалист по Латинской Америке. И, в общем-то, его нахождение на посту не вызывало никаких вопросов. А сейчас та ситуация, которая происходит на Кубе, если мы перенесем на внутреннюю политику, например, России, это было бы равноценно тому, что, например, начальником избирательной комиссии или курирующим ситуацию, например, на выборах в Санкт-Петербурге, просто, например, был бы назначен бывший замглавы администрации президента. То есть высокопоставленный руководитель отправляется на место действий, так и подмывает сказать боевых действий, и возглавляет там ситуацию и курирует ситуацию лично. Но это только полбеды. Важно не только кто, но и когда был назначен Чен Си. Согласно практике китайского МИДа, назначение обычно происходит реально за месяц, за полтора, за два, иногда больше. То есть посол до официальной публикации информации отправляется на место действия, принимает дела и руководит ситуацией. И спустя месяц обычно публикуется информация о том, что он заступил на позицию посла. Например, самый близкий пример – это новый посол. Кстати говоря, совпало его назначение практически с назначением Ма Хуэя. Новый посол Китая в США Циньган также прибыл на место гораздо раньше. Вот информация о его назначении появилась только сейчас. То есть Ма Хуэй прибыл на Кубу не 4 августа, а как минимум 4 июля, а может быть гораздо раньше. А что же происходило на Кубе в июле
2021 года. Но это тоже очень мало освещается у нас в СМИ, ведь Куба – это маленькое латиноамериканское государство, далекое от нас и не такое, скажем так, важное для общественного сознания. А на Кубе была попытка смены режима. Недовольные толпы людей пытались организовать восстание, по информации оппозиции, более чем в 15 городах маленькой латиноамериканской республики. И не без помощи Китая, по ряду мнений, это восстание удалось погасить. И на Кубе ситуация стабилизировалась в пользу Китая. Однако эти восстания начались не в июне, а в июле. И они начались 11 июля, запомните эту дату, 2021 года. И уже Чен Си, Ма Хуэй, непосредственно руководил связью с дружественными Китаю силами на Кубе и фактически проводил линию Си Цзиньпина лично. Возможно, еще до начала этих событий. Но сами события тоже крайне интересны, потому что Куба шла после ухода Фиделя Кастро по пути либерализации. Уже при Рауле Кастро началось потепление между Кубой и Соединенными Штатами. А новый президент Кубы, Диас-Канель, он бывший руководитель Союза молодежи, Коммунистического союза молодежи Кубы, кстати, вообще вел страну к еще большему сближению с Соединенными Штатами. И вот эти протесты, они были совершенно непонятны. И в результате этих протестов отношения между Соединенными Штатами и Кубой ухудшились. И очень интересный факт – это то, что во внутренней политике Кубы произошли очень серьезные изменения. Даже речь идет не о новых выборах нового президента Диас-Канеля, а о введении впервые за 43 года поста премьер-министра. Для любого человека, который разбирается во внутренней политике, введение такого поста номера 2 означает ситуацию разделения власти внутри на две мощные группировки, особенно когда за 43 года такого поста не вводилось, всем руководил единолично один человек, и армией, и партией, и, соответственно, правительством. А вот здесь возникла ситуация, когда под бывшим комсомольским лидером появился некто новый, а именно Мануэль Мореро Крус. Личность очень интересная, и если вы откроете Википедию, русскую, например, попытаетесь найти информацию, вы узнаете, что это бывший руководитель кубинского туризма. Что это за такое влиятельное туристическое ведомство на Кубе, которое может поставить своего премьер-министра, у которого, кстати, день рождения 11 июля. Да, действительно, на русской Википедии не дает ответа на этот вопрос. На него дает ответ английская Википедия. Это полковник вооруженных сил Кубы, который курировал туристическое направление. Вот такие на Кубе влиятельные туристы и выходцы из туристических кругов. И действительно, вот эта ситуация разделения властей на Кубе, она сложилась, конечно, не вчера, но в июле 2021 года на Кубе произошли действия, которые были подавлены с привлечением, судя по всему, китайских сил. Произошло резкое снижение влияния президента Диаса-Канеля, ухудшение кубинско-американских отношений и усиление власти китайцев, судя по всему, или туристов из Китайской Народной Республики с Кубой, которая является де-факто таким американским Тайванем, как Тайвань является базой американских войск для Китая,
который угрожает всему Китаю, так Куба является таким альтернативным Тайванем для Соединенных Штатов. И все это произошло сразу после визита нового посла, реального прибытия нового посла в июне-июле 2021 года. Как ситуация будет развиваться дальше? Конечно, многие возразят, в комментариях, кстати, но какие китайские войска могут оказаться на Кубе? На что я могу вам сказать, они там уже давно находятся. Возможно, тоже по линии туристического ведомства 2 станции разведывательного слежения китайские спокойно существуют на Кубе. Ну и кто понимает, как устроено, какое ведомство курирует эти станции, тот понимает, видимо, специфику кубинского туризма, китайского туризма, в том числе на Кубе. И, конечно, важным является факт, что почти все высшее руководство Кубы так или иначе лечится у китайских врачей. Но те, кто читал мою новую книгу «Китайская власть», понимают, какое ведомство скромное курирует всех военных врачей в Китае. Это служба охраны Центрального комитета Компартии. И тут уже всякие сомнения отпадают о специфике китайского медицинского туризма на Кубе и о влиянии нового посла на ту ситуацию, которая произошла на Кубе. И как дальше эта ситуация будет развиваться по мере усиления конфронтации Китая и Соединенных Штатов. Технический вопрос о ввозе ракет ближнего, среднего и дальнего действия на Кубу со стороны Китая не существует. Товарооборот между Кубой и Китаем порядка $1 миллиарда. Я думаю, что танкеров, контейнерных судов вполне достаточно для того, чтобы доставить различные вооружения на Кубу. В том числе помочь китайским туристам, которых было до 50 тысяч до ковида, поддержать кубинский режим и, в частности, премьера Мануэля Мореро Круза, полковника туристических войск. Интересно, конечно, ситуация развивается на Кубе. Дело в том, что кто знает историю китайско-кубинских отношений, во-первых, знает о том, что Мао Цзэдун фактически присоединился к блокаде Кубы. Его крайне не любил Фидель Кастро. Китайские и кубинские военные соперничали за влияние в Африке, Латинской Америке, конфликтовали между собой. Но если вы смотрели предыдущий мой ролик про кто создал Компартию Китая, вы понимаете, какое отличие между Мао Цзэдуном и Си Цзиньпином. Это 2 большие разницы, в том числе и по вопросам сотрудничества с Кубой. Си Цзиньпин занимает противоположную позицию по сотрудничеству с Кубой, поэтому его налаживание связи произойдет, судя по всему, стремительно. Тем не менее, если США пойдет по пути дальнейшей эскалации отношений с Кубой, разрыва наметившегося сближения, а это фактически эмбарго для Кубы продовольственное в том числе, Куба встанет на грань кризиса очень острого социального и даже, я бы сказал, голода. И в основном поставки будут идти из России и Китая. В этой ситуации принять китайские ракеты, разместить их на своей территории де-факто, об этом можно не говорить вслух, Куба будет готова. И таким образом Си Цзиньпин в ситуации обострения тайваньского вопроса, обострения эскалации отношений с Соединенными Штатами в Тайваньском проливе и в случае попытки американцев разместить там ракеты среднего дальнего действия, может прибегнуть к такому же шагу, к которому уже прибегал Советский Союз. Это технически несложно, но размещение там ракет точно остановит Соединенные Штаты от прямого вмешательства в тайваньский конфликт.
То есть на Кубе фактически создаются предпосылки для сдерживания Соединенных Штатов от расширения своего присутствия и размещения реально ракет на Тайване. Это блокирует США от участия в тайваньской операции и делает ее возможным. Это очень важное направление, которое действительно может курировать личный представитель Си Цзиньпина. И, возможно, ракеты уже размещаются на Кубе. Мы будем за этим наблюдать, смотреть, как будет развиваться ситуация в этой стране. Ну, те, кто могут возразить, что Китаю Куба неинтересна, я могу привести такой факт, что в тяжелый кризис, в который была погружена династия Цин, цинское государство, Китай, несмотря ни на что, несмотря на голод, тяжелую ситуацию, которая была предреволюционной фактически, весь Китай разваливался на части. Китай уже тогда, в начале 20 века, в 1900-х годах, открыл дипломатическое представительство на Кубе. Еще империя Цин открыла там свое представительство. Я думаю, что китайцы трудно сказать, что они недооценивают роль Кубы в китайско-американских отношениях, тем более, что сами Соединенные Штаты очень ревностно относятся к присутствию китайцев в тех или иных латиноамериканских странах. Это их первая головная боль, гораздо большая боль, чем присутствие китайцев в Средней Азии для России. И фактически все проекты Китая, крупные, инфраструктурные, в Мексике были заблокированы. В Канаде вы сами знаете, что происходит с руководителем корпорации Huawei. Ее держат под арестом 3-й год. А вот на Кубе может получиться. Ну, а тем, кто любит разную китайщину, то есть применение китайской специфики к международной обстановке, в свое время я писал диплом по китайскому календарю. Вот так вот, китайские историки, в целом китайское традиционное сознание, меряет историю 60-летними циклами и 120-летними циклами. Вот таким образом мы подходим к тому, что то размещение ракет, которое было в 1962 году, в начале 1962 года, в первой половине, соответственно, оно может повториться в 2022 году. Это будет закономерно, во всяком случае, для сознания китайских историков, хотя, конечно, в этом нету никакого реального фактора, который воздействует на события. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях под видео. Нас, кстати говоря, стало 55 тысяч уже. Давайте достигнем числа 100 тысяч. Подписывайтесь, кто не подписался, рассказывайте, репостите видео в свои социальные сети, в Facebook, Контакт, Одноклассники, Twitter, где вам удобно его размещать. Делитесь со своими друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на телеграм-канал, там гораздо больше новостей, они более актуальны. Ну, а мы перейдем к следующей теме. Это очень интересное событие, которое произошло в Китае, которое тоже мало кто заметил, кроме частных инвесторов в китайские акции. Дело в том, что Госсовет КНР выступил с очень странным на самом деле заявлением о том, что в спорт будет выделено почти $1 триллион до 2025 года. Это очень странно выглядит на фоне того, что в Китае ковид, наводнение, борьба с бедностью и прочие в космосе черные дыры, разные, значит, стихийные бедствия и так далее. А вот Госсовет КНР предложил развивать спорт, строить больше площадок, менять резину на беговых дорожках и так далее. И на все это потратить $1 триллион в течение 5 лет. То есть колоссальная сумма. И вопросов очень много, почему это произошло, но достаточно очевидно, ответы лежат на поверхности. Сразу после этой информации, которую почему-то первым опубликовал Bloomberg, а не китайская пресса, американские инвесторы, частные биржевые инвесторы поспешили, и китайские тоже, вложить деньги в акции спортивных компаний, которые выросли вот после этой новости на 10-25%. Но это речь не идет о
скажем так, торговля, инсайдерская информация. Речь идет о более важной ситуации. Речь идет о том, что после массового давления на IT-компании, на образовательные компании, кстати, не только образовательные, детское питание, гормоны роста для увеличения роста, огромный спектр компаний сейчас подвергается давлению со стороны властей. Инвесторы стали уходить с биржи. Они куда могут уйти? Они могут уйти в девелоперский сектор, он тоже подвергается ограничениям, там тоже тупик. Они могут инвестировать покупать валюту, но она тоже ограничена. И для китайских инвесторов остается только биткоин. Кто смотрел мое видео «Теневая экономика Китая», как устроена и почему Китай, и кто в Китае развивает биткоин, наверное, догадаются, какова конечная цель возможного давления на крупный финансовый сектор и куда должны уйти инвестиции. Ну так вот, Госсовет КНР, он все-таки предпринимает усилия для того, чтобы эти инвестиции, они остались все-таки, эти деньги в бирже. Но почему именно спорт? Это тоже возникают вопросы. Ну, я думаю, что ответы, они, как всегда, на поверхности. Дело в том, что руководство Министерства спорта, управление спорта, оно разделено между шанхайской и комсомольской группировками. Это будет статья добавлена в электронную книгу, постоянно обновляющуюся, ее можно приобрести по ссылке к этому видео. Министерство спорта, как я уже сказал, разделено между шанхайской и комсомольской группой. Между ними происходит очень острое влияние, очень острый конфликт за это министерство. Им руководит не профильный министр, выходец из совершенно другой сферы, который потеснил другого комсомольского руководителя, руководит им шанхаец. Соответственно, шанхайцы руководят биржей китайской. И когда вы понимаете, что финансовые органы управления под контролем шанхайской биржи, шанхайской группы, она контролирует биржу, биржевой сектор, ценные бумаги. В общем-то, совершенно неудивительным оказывается то, что именно из спорта пришли вливания, а не из какой-нибудь другой области, например, на Министерство чрезвычайного управления, которое было создано в 2018 году, например, теоретически могло бы получить дополнительное финансирование в связи с наводнениями, но оно его не получил. Будем закрывать вопросы наводнения резиновыми спортивными дорожками. Ну, очень логичный шаг, если он рассматривается в сфере борьбы разных группировок, которые подробно описаны в книге «Китайская власть». Другая новость, не менее интересная, такая не менее, скажем так, важная, можно сказать, самая важная, возможно, из всех новостей, которые мы сегодня с вами рассмотрим, это то, что рост продаж китайских автомобилей в июле составил всего лишь 1% по сравнению с 2019 годом, до ковидным. Что это? Рост китайской экономики обещанное V-образное восстановление, которое мы подробно изучили в одном из роликов, или это какой-то негативный сигнал. Ну, действительно, если мы смотрим ситуацию по сравнению с 2019 годом, как будто бы рост, как будто бы восстановились продажи, да? То есть пройден тяжелый период, но если мы смотрим более длительный период, то оказывается, что 2019 год самый провальный за последние несколько лет с точки зрения продаж на автомобильном рынке. То есть реальная ситуация такова, что продажи автомобилей в 2019 году были на 9,5% меньше, чем в 2018 году, и на 13,5% меньше, чем в 2017 году. То есть рост на 1% это все равно хуже, чем в 2017 году. И рост продаж автомобилей показывает покупательную способность китайского населения. Судя по всему, она крайне низкая. Это связано, скорее всего, с закредитованностью китайского населения, в том числе ипотечными долгами. Об этом уже говорю очень давно. Но это лишь полбеды. Вторая половина беды заключается в том, что этот 1% китайский автомобильный рынок показал после огромных вливаний в китайскую экономику. То есть произошел ковид, остановка производства, остановка спроса, как минимум на 1 квартал, падение полное продаж, производства и так далее.
потом в китайскую экономику влили свыше 5 триллионов долларов, я думаю, что просто по ощущениям до 20%, я думаю, что минимум 1 триллион реально пришелся именно на автомобильный сектор, его спасали в первую очередь. И после вот этого огромного вливания автомобильный сектор, рынок показывает худший результат примерно на уровне ниже 2017 года. То есть ситуация не просто плохая, она ужасная. И если вы понимаете, что напечатаны деньги, они ушли в биржу, они ушли в инфляцию, но они не ушли в потребительский спрос, это значит, что спасение китайской экономики захлебнулось. И уже это спасение происходит на фоне крайне негативной ситуации в мировой и американской экономиках. Растет инфляция, и уже многие наши экономисты сказали очевидное, что если экономику с плохим спросом заливать деньгами, спрос не увеличивается, вопреки очень странным заявлениям любителей теории денег, новой теории денег, а растет инфляция. И вся инфляция, которая уходила не в коня корм, говорят в народе, в китайском секторе, она уходила не в потребительский сектор, а она уходила в биржи. Биржи выросли в 2 раза. Нетрудно догадаться, что произойдет, если биржи начнут падать, а их сейчас падают, их фактически, как в последнем ролике я говорил, обваливает Си Цзиньпин. Если биржи начнут падать, произойдет колоссальный всплеск инфляции. Не 5%, не 15%, а гораздо больше. Да, ВВП не упадет, потому что ВВП это монетарный показатель, он считается в деньгах. Но ВВП не учитывает инфляцию. То есть у вас будет 5% роста ВВП и 50% роста инфляции. Условно. Порядок цифр будет именно таким. Формально экономика будет расти. Де-факто это будет коллапс. Об этом уже многие говорят. О коллапсе, который произойдет осенью с американской экономикой. Произойдет ли он одновременно с китайской экономикой? Что станет формальным поводом? Мы все понимаем, что мы живем в мире 11 сентября 2001 года, когда любому биржевому коллапсу предшествуют определенные крупные катаклизмы, техногенные, либо естественные, формально естественные, да? Война на Тайване и так далее. Что будет предшествовать? Китайский кризис американскому, американский китайскому, это уже вопрос техники. Но уже многие показатели, вот я смотрю регулярно китайскую статистику от управления, от Государственного статистического управления Китая. Раньше они указывали на рост по сравнению с 2019 годом, вот сейчас уже такие показатели, как электричество и прочее, избегают сравнения с 2019 годом, а показывают лишь сравнение позитивное в пользу 2020 года. Ну, что очевидно, хочется после этого сделать вывод, что рост по сравнению с 2019 годом, простите, отрицательный. За такое выражение. И самый важный показатель здесь, конечно, автомобильный сектор. В одном из роликов мы говорили о том, что падение производства составляет 35% уже по июню, по июлю. По июлю нам будет чуть-чуть меньше, там порядка 28%. Я могу некоторые цифры не точно сейчас сказать. Но, тем не менее, официально было объявлено, что не хватает чипов. Тем не менее, на складах автопроизводителей и дилеров были машины. Но сейчас они не продаются. Получается, что дело не только в нехватке чипов и не столько в нехватке чипов, а реально в отсутствии потребительского спроса и росте инфляции. То есть это уже ножницы, когда две негативные тенденции. С одной стороны растет инфляция, инфляция вовсе не подстегивает потребительский спрос. Когда произойдет кризис? В сентябре, в октябре, в ноябре. О днем и часе о том никто не знает, как в Библии написано, но тем не менее тенденции таковы. И китайская экономика может по многим и внешним, и внутренним факторам войти в такой кризис уже начиная с сентября, а может быть с конца августа. Это неизвестно. Чтобы покрыть народное недовольство, как я уже многократно говорил, чтобы отвлечь внимание, могут произойти либо крупные внутриполитические ситуации, какие-то острые, техногенного характера, которые влияют на внутреннюю политику, либо могут произойти события внешнего характера, операция на Тайване. И, конечно, существующий ныне активно продолжающийся разрыв с Соединенными Штатами, ту ситуацию, которую я объяснил только что, которая происходит на Кубе, это все просто очень хорошо складывается
в единую систему координат того, что происходит сейчас и к чему мы движемся на 3-4 квартал 2021 и первый квартал 2022 года. Только что закончилась Олимпиада в Токио. У китайцев есть ощущение украденной победы, хотя сборная выступила очень круто. Всего лишь одна золотая медаль отделила Китай от первого места в Японии, в традиционном, самом любимом друге всех китайцев, которые вырезали всю китайскую элиту 70 лет назад. И, конечно, триумф китайский украден, победа смазана одной золотой медалью США. Они заняли первое место в зачете по золотым медалям, Китай второе. Но если сравнивать с Олимпиадой в Рио, Китай удвоил результат, очень мощно выступил. И на повестке дня, конечно, Олимпиада, зимние Олимпийские игры. Они будут в середине февраля 2022 года. И есть полное ощущение, что в связи с антиамериканской повесткой Си Цзиньпина, его четкой антиамериканской направленности, Соединенные Штаты, скорее всего, попробуют не просто саботировать эти игры по разным причинам, ковидным, о чем я писал в телеграм-канале, может быть, по ситуации с ущемлением прав человека и так далее. Но есть такая большая вероятность того, что вероятность сценария того, что будет происходить на зимних Олимпийских играх, что ряд внешнеполитических союзников США по НАТО, в первую очередь Норвегия, откажутся от участия в этих Олимпийских играх. Посмотрим, так ли это будет или нет. Но сами Соединенные Штаты вряд ли захотят, как говорят китайцы, гейменза, да, то есть давать лицо, давать какие-то Китаю повод себя считать центром мира, местом проведения Олимпиады, и, скорее всего, откажутся от участия в Олимпийских играх и постараются организовать максимальное количество стран в параде отказа от этих Олимпийских игр. И, скорее всего, Олимпийские игры будут проходить в Пекине в очень усеченном варианте, как они проходили в Берлине в первой половине 20-го столетия. И, соответственно, скорее всего, в них будет точно принимать участие Россия, сам Китай, страны Латинской Америки, Африки, часть стран Восточной Европы, хотя явно, кажется, без Литвы. И, скорее всего, это будет показателем нейтральности ряда стран, таких как Вьетнама, Корея, Индия, возможно, Филиппин. То есть участие ряда стран в этих Олимпийских играх будет очень показательным в отношении Пекина. И вот если Олимпийские игры будут проходить в таком составе, то у Китая, который традиционно волочется где-то во второй десятке зимних видов спорта, у него появляются шансы занять 4-5 место, то есть войти в пятерку участников. Но если Соединенные Штаты поймут, что они реально могут быть обыграны в зимних видах спорта, то они, скорее всего, предпочтут не участвовать в этих Олимпийских играх и не посылать свою команду на эти Олимпийские игры. Тем более китайцы будут находиться на своем поле, и у них будет 400 легальных способов сделать победу китайцев, американцев, украсть победу по тем или иным скандалам и поводам. И, конечно, китайцы тренируются в разных видах спорта зимних очень давно. Многие, кто прочитал мое сообщение на телеграм-канале, возмущались, какие места они могут занимать в зимних видах спорта. Вы ничего не знаете в огромном катке и хоккейном поле, находящемся в Гуанчжоу. А Гуанчжоу – это тропик Рака. И это город, в котором температура средняя годовая 25-35 градусов. Даже там есть хоккейное поле, там тренируется гуанчжоуская хоккейная команда. Китайцы тренируются давно и хотят в этой Олимпиаде показать достойное место. И, кстати говоря, это также связано с развитием арктической политики Китая. Китай будет показывать, что его спортсмены, которые часто являются носителями разных воинских званий, также готовы осуществлять различные операции в Арктике. Не только в российской ее части, но и
в остальных ее частях. И это также связано с возможностью Китая создать альтернативные транспортные коридоры на территории Североморского пути. Это уже отдельно очень большой вопрос. И обеспечить защиту этого Североморского пути своими конвоями и так далее. Ну, если речь идет это дискуссионный вопрос, но тем не менее зимние Олимпийские игры покажут это во всей красе. И хоккейная китайская команда, и все остальные будут биться, мягко говоря, не на жизнь, а на смерть. Тем не менее, а вот я упомянул Литву, она стала очередным фигурантом скандала. Я в телеграм-канале об этом писал подробно. Литва стала той страной, откуда Пекин отозвал посла впервые с 1995 года, то есть за 26 лет. Вы можете сделать выводы, как серьезно меняется инструментарий китайской внешней политики. Раньше Китай не отзывал ниоткуда послов, потому что была единая эра сближения с Соединенными Штатами, теперь она закончилась. И, конечно, массовый отзыв послов и прекращение внешних связей был в период культурной революции и немножко даже за период до культурной революции, после резни в Индонезии. Китайских коммунистов был отозван послов в 1965 году. В культурную революцию почти все дипведомства закрылись. Ну и после событий на Тяньаньмэне произошла определенная тоже приостановка отношений с западными странами. То есть можно сказать, что Литва умудрилась, эта маленькая гордая прибалтийская страна, вызвать на себе вот такую реакцию Пекина. И из Литвы на Западе формируется центр и единый операционный штаб в отношении России и Китая. Конечно, Литва рассчитывает на очень большие преференции, в первую очередь от Тайваня, который, собственно, и стал, камнем преткновения, Тайванем раздора между Китаем и Литвой. И, конечно, Литва постарается стать единым таким координационным центром, операционным штабом в общей стратегии НАТО и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты поддержали Литву. Причем самое странное, что с Литвой переговоры вела Шерман. Это заместитель госсекретаря США, министр иностранных дел Соединенных Штатов, которая курирует непосредственно отношения с Китаем. У нее был неблагополучный, не безуспешный визит в Тяньцзинь, где она добивалась, судя по всему, негласно формальное согласование встречи между Байденом и Си Цзиньпином. Этого согласования достигнуто не было. Страны идут на полный разрыв. Ну и, соответственно, вот она отреагировала по Литве. То есть она занимается непосредственно литовско-тайваньской повесткой. И китайская позиция становится все более глобальной, китайские позиции становятся более глобальными. И уже никогда не знаешь, где начнутся китайско-американские столкновения в Литве, Венгрии, Северной Македонии, Италии или Исландии. Об этом очень много написано в книге «Китайская власть». Китай реально стал глобальной державой, и вариантов у него отказаться от глобальной повестки не существует. Только если он развалится. То есть фактически существование китайской экономики тесно связано с глобальными рынками. Китай продолжит свое усиление на глобальном пространстве. Другая такая новость важная, которая мало относится к внешней политике, но очень такая яркая. Средний душевой доход всех китайцев, любого китайца, медианный, и в деревне, и в Шанхае, он составил примерно на наши рубли 30 тысяч рублей. То есть фактически сравнялся с российским среднедушевым доходом, а где-то его превысил. И мы понимаем, что в деревне китайской живут плохо, в Шанхае лучше. По Шанхаю средний доход, можно сказать, что он составляет 60-70 тысяч рублей. Можете сделать выводы, как живет 20-миллионный город, как живет Пекин, как живет Гуанчжоу, Шэньчжэнь. У меня есть отдельный ролик, кому интересно, посмотрите. Он посвящен доходам Китая. Правда ли, что это нищая, слаборазвитая страна? Это вовсе не так. Скорее всего, это относится ко всему остальному миру. Но, тем не менее, вот такая статистика от китайского госсовета. Другая важная новость, которая касается тех, кто живет, иностранцев, в том числе русских и граждан СНГ, стран СНГ в Китае, вместе с облавами на нелегальных учителей,
разных образовательных компаний началась, соответственно, еще и зачистка тичеров, то есть преподавателей английского, в первую очередь, языка, которых очень много в Китае. Я думаю, что каждый третий иностранец, как минимум, это тичер, то есть в среднем, ну, кто живет в Китае, это сотрудники дипломатического представительства, журналисты, это одна категория. Значит, студенты – это вторая категория, бизнесмены – третья категория, ну и тичеры, учителя – это четвертая, я думаю, самая крупная категория, там порядка 30-40% всех иностранцев в Китае – это учителя английского языка. Это касается всего западного мира, России, там, в том числе и Пакистана, в том числе и Индии там, и так далее. То есть, в основном, если вы видите в Китае иностранцы, это, как правило, значит, либо тичер, либо бизнесмен. То есть, ну, какой-то, ну, бизнесмен это громко звучит, какой-нибудь перекуп, который закупает что-то, отправляет там в Россию или в Иран. Вот, то есть, ну, Китай фактически затруднил деятельность всех иностранных компаний, которые связаны с областью образования и изучением английского языка. То есть трудно получить рабочую визу, об этом уже говорят все. Многие думают, что это пока временно, но вряд ли. Скорее всего, это до конца правления Си Цзиньпина и его последователей, то есть примерно лет на 30. Соответственно, можно забыть о своем счастливом пребывании тичером в Китае. Но, тем не менее, Китай создает массовые проблемы, не дает осуществлять свою деятельность. Остаются только те, кто долго, уверенно работает в китайских компаниях, за которых готовы поручиться китайские, соответственно, сами работодатели. То есть это единицы. А вот те несколько миллионов, не побоюсь этого слова, иностранцев, ну, наверное, сейчас меньше стало после ковида, думаю, что несколько сот тысяч иностранцев, которые остались, соответственно, в Китае и закрепились там во время пандемии, они, скорее всего, уедут. И Китай очищается вот таким образом от учителей, ну, если слово очищается, скажем, или избавляется еще, скажем, применимо к учителям из России, например, более-менее, да, или даже там, я не знаю, может быть, англоговорящим из других стран, Новой Зеландии, Австралии, то большинство американцев, которые преподают в Китае, австралийцев, ну, может быть, сильнее и новозеландцев, это белый мусор. То есть тех, кого называют лаоаем или white trash. Это белый мусор, которые бывшие какие-то наркоманы, сидельцы и прочие, которые себе не нашли места на родине, но они без даже законченного среднего образования вполне могли преподавать в университете провинциальном, вполне могли преподавать английский язык. Вот от таких вот замечательных людей Китай избавляется. Соответственно, в Китае резко сокращается присутствие западных иностранцев. Как вы думаете, с чем это может быть связано? К чему готовится Китай? Зачем ему массово избавляться от преподавателей английского языка? Напишите в комментариях. Ну и, наверное, дополняющим эту новость будет то, что в школах Шанхая отменили обязательный экзамен на английский язык. Скорее всего, вот об этом пишут японцы, скорее всего, эта практика будет распространена на весь Китай. В Китае больше не будет обязательного экзамена на английский язык. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте о этом видео своим друзьям. Спасибо.